Такого я еще не видел. Кто знает, как называется это чудо-юдо. Дерево упало и сразу поломалось. Настолько удобных дровишек можно будет перенести недалеко от землянки. Всем привет! Вы на канале Календарь Рыболова. Меня зовут Алексей. Я снова у своей землянки. И в этот раз хочу сделать навес над летней кухней. Прошло уже больше 2 месяцев, как я положил вот эти речные камни на глиняный раствор прямо на землю. За это время было немало сильных дождей. Я думал, что вертикальные стенки, конечно, размокнув, сползут, осыпятся. Но, как видите, вся эта конструкция не так уж сильно пострадала. И если сделать хороший навес над летней кухней, то вся вот эта вот наскальная архитектура может прослужить довольно долго. И, кстати говоря, глина держится на земле неплохо. Отскакивали сами камни от глины, а глина держится хорошо. Постройку начну не с каркаса и обрешетки, а с заготовки кровельного материала, в качестве которого буду использовать камыш, который растет в прибрежной зоне. А почему в такой последовательности? Да потому что, если верить прогнозу погоды, конечно, сегодня последний теплый денек. Уже октябрь месяц, и плескаться в прохладной воде уже не принесет большого удовольствия. Поэтому сейчас допиваю чай и, пока не спряталось солнце за деревья, начну заготавливать камыш. Я взял с собой тесак для того, чтобы срезать камыши. Но сейчас понял, что намного было бы удобнее пользоваться обычным садовым секатором. Процесс заготовки будет не быстрый, поэтому подключу камеру к солнечной панели, пока есть солнышко, чтобы хоть как-то сэкономить заряд. Да, совсем не быстро это занятие. Особенно неудобно вот в этом месте. Здесь сразу несколько видов растений. И камыши, которые с кисточками наверху, и которые с коричневыми сигарами, которые поджигают от комаров. И еще какое-то растение. И они все растут в разные стороны, и неудобно их вырезать. Я обратил внимание, что вот здесь в основном один вид растений. Попробую срезать здесь, может быть,
дело пойдет быстрее. В прошлый раз, когда я был здесь с землянкой, это было 3 дня назад, я пытался ловить рыбу, клёва не было совсем, то есть абсолютно. Я не брал в тот раз еду, собственно, как и в этот раз тоже, и надеялся на то, что поймаю хотя бы какой-то мелочи и сварю уху. У меня здесь оставались еще овощи, картофель, лук, морковка, то есть как раз набор для ухи. Рыба не клевала ни хищная, ни белая. И чтобы поужинать, пришлось залезть в закрома, достать баночку тушенки. Ну и с Карлосом мы ее благополучно слопали. Кстати, Карлоса я в этот раз не взял, потому что он снова наказан. Почему наказан, говорить не буду, вдруг сосед смотрит это видео. Ну и так как я буду здесь несколько дней, то у меня есть возможность подкормить рыбу. Я поставил варить перловку и буду периодически закармливать место. Думаю, что на корм рыба подойдет. Кстати, я опять оставил свою снасть резинку. До этого она простояла здесь месяц без присмотра. И как бы все с ней было нормально. На этот раз я пришел и не обнаружил. Вот здесь был колокольчик и висела катушка с леской. Вот валяется катушка. Похоже, что животные на этот раз уже окончательно порвали мне снасть. Есть такие крупные следы. Не знаю, кто это. Я не могу отличить след косули от поросенка. И там копытца, и там копытца. Я не охотник. Совсем не понимаю. Может, кто-то из охотников скажет. Сейчас поближе покажу. Вот такой след. Вот. 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 Или вот. В общем, леска вот размотана метров 10, потом сложена вдвое. И дальше, но уже в воду не уходит, резинка оборвана, утрачена совсем. И, может быть, когда-нибудь удастся зацепить ее на спиннинг случайно. Край лески, к которому была привязана резинка, как-то непонятно, он как будто бы перебитый, как будто животное копытом било, что ли, по нему. Или перегрызанный, но не срезанный, как обычно там щука может срезать зубом. А вот такая вот она расплющенная. Не знаю, видно вам или нет. В общем, резинки теперь у меня нет. Но есть спиннинг, который несложно переделать в донку. Ну и пока варится прикормка, я буду продолжать косить камыш. Кстати, я заметил, что животные, похоже, не просто на водопой сюда приходят, а приходят поесть вот эти вот растения. Вот они обгрызанные. Не знаю, кто это их ест. Наверное, косули, скорее всего. Да, световой день уже стал по-осеннему короткий. Солнце быстро переместилось на ту сторону леса. Стало прохладно. Я снова утеплился, потому что в воде совсем некомфортно. Ночью уже 7-8 градусов.
Вода быстро остыла. Потихонечку нарезаю. То здесь кучку, там кучку. Какую-то часть уже нарезал. Но, если честно, в воду уже не хочется заходить. Но даже если завтра сильно похолодает, то я обратил внимание, что довольно много молодого камыша растет на берегу. Он хотя и не такой длинный, как тот, который в воде, но зато не нужно заходить в холодную воду. А дальше его там еще больше. Хотя придется носить немного дальше, но все потеплее будет. Так что я уже не переживаю, что не смогу заготовить материал. Поэтому сейчас я проверю, что там с перловкой, готова ли она или нет. Сделаю прикормку и соберу снасти спиннинга. Потому что нужно понемногу прикармливать, чтобы рыбка, если не сегодня, то хотя бы завтра или послезавтра подошла. Да, пока я косил камыш, в голову пришла просто гениальная рыболовная идея. Как усовершенствовать донку с кормушкой-пружиной, чтобы увеличить уловы в разы. Просто не сомневаюсь, что это отличная идея. Нигде об этом не слышал, никогда не применял. Вот. Расскажу об этом подробнее в конце. Наверное, опять сделаю рубрику «Советы рыболова». Ну а пока соберу ее и проверю в деле. Бегу, снасть уже забросил. Только что что-то как зазвенит. Ну, очень громко. Но перестало, похоже. Ух ты, кто-то, похоже, есть. Похоже, сидит. Сейчас буду вытягивать. Хороший такой подлещик. Это даже лещ, можно сказать. Вот такой красавчик. Я уже думал, что буду сегодня без ужина. Но придется готовить. Ну что ж, отлично сработало мое усовершенствование, так сказать, доработка по донке с кормушкой-пружиной. Я даже не рассчитывал, что так быстро смогу поймать хорошего леща. Я, если честно, уже и не рассчитывал на ужин. Но теперь нужно будет его приготовить. Что именно я сделал, доработал, какая именно идея, я расскажу в конце видео. Уделю этому несколько минут, поэтому рыболовы, кому интересно, досматривайте видео до конца. Я, если честно, думал, сейчас заброшу снасть и буду продолжать резать камыш. Но так как клюнула рыбка, теперь я пойду его готовить. А камыш буду дорезать уже завтра, потому что скоро потемнеет, мне нужно успеть еще постелиться. Я вынес матрас сушиться на солнышко еще днем. Солнца уже давно нет. В общем, нужно заниматься подготовкой ко сну и к ужину. Ой, клюет. Больше забрасывать сегодня удочку не буду, потому что рыбы мне больше не надо. А вот в день, когда буду собираться домой, обязательно половлю. Надеюсь, что будет хороший результат. Потому что сейчас мне рыбу хранить негде. Я не брал ни садок, да и
нет смысла, я еще буду здесь пару дней. Поэтому сколько поймаю в последний день перед выходом, столько принесу домой. Ну что, леща почистил, порезал. Очень быстро и удобно таким тесаком. Можно и рыбу разделать, и ветку какую-то отрубить, и камыш, вот как я косил сегодня. Спасибо еще раз Виталику за такой подгон. Очень выручает. Лещик-то такой не маленький, в районе килограмма. И можно сказать, что жирно будет такую порцию в одно лицо. Но я-то, в принципе, без хлеба, без гарнира. Просто одна рыба. Думаю, что осилю. Ну, а если не осилю, то съем утром. Пока побегал, все пособирал, поскладывал, позаносил, уже и потемнело. Сейчас включаю фонарик и буду жарить леща. Ну, зато немного согрелся, потому что было уже зябко. Сейчас градусов 10, наверное, 12. А ночью обещают 6-7. Вот.
Пока вторая порция жарится. Не удержался. Голодный. Какая вкуснятина. Ой. Приятного аппетита. И не завидуйте, а почаще ездите на рыбалку. Кто-то ключит. Пока вторая сковородка дожарилась, первую я уже и съел. И в принципе уже есть не хочется. Наверное, попью чаю и буду отдыхать. А рыбку оставлю на завтра. Еще немного посижу у костра, буду отвечать на ваши комментарии. Может, кто-то узнает свои. Ну и пойду отдыхать. Сегодня рано встал, поздно вчера лег. Спать уже хочется. В общем, прощаюсь до утра. Утром увидимся. Доброе утро. Правда, для меня оно не сильно доброе сегодня. Всю ночь плохо спал, ворочался. Прихватили почки. Не знаю чего, может что в холодной воде вчера побарахтался. Вот. Очень болит поясница. Вставал утром, буквально только что с лежанки. И чтобы проще было подняться, схватился за полочку. И оторвал ее. Прямо вот с закладной. Нужно будет сейчас все разобрать, с нее снять и попытаться прикрутить на место. Все посыпалось. Сейчас выйду на улицу, посмотрю, как там погодка. Может, потихонечку расхожусь. Ну а дальше видно будет. Да, тут как и обещали. Прохладно, ветерок. Вчера еще как будто лето было, а сегодня уже глубокая осень. Ой. Да, в землянке намного теплее, чем на улице. Держат бревнышки, все-таки тепло, конечно. Сейчас беру все с полки, чтобы она окончательно не отвалилась. И попытаюсь прикрутить.
Да, ветерочек какой дует. Пока солнца нет и такой ветер, я пойду в лес и попытаюсь притащить бревна, которые я буду использовать для навеса. Вот это дровишек сколько. Все сухие, уже поломанные. Да, этого деревца, наверное, на всю зиму хватит землянку топить. Вот пару бревнышек, довольно ровных. Я их еще давно приметил. Но нечем было отпилить. Теперь же взял вот такую ножовку обычную, но поставил полотно с большим зубом по дереву. Сейчас посмотрю, как она пилит. Что-то у меня утро совсем не заладилось. Специально взял такую небольшую легкую ножовку, чтобы сэкономить место в рюкзаке, вес. А она как-то совсем не пилит. В принципе, я раньше пользовался подобными полотнами. Они неплохо пилят твердую древесину, такую как дуб, там, ясень, бук. Сейчас что-то совсем у меня настрой пропал на работу. Немного настроение провалилось. Самое интересное, что совсем недавно я приобрел себе пилу электрическую. Ну, совсем не такую, как хотел. Не профессиональную, не потому что она довольно дорого стоит. А по случаю так получилось, попалась в интернете мне рекламка. Это абсолютно не реклама от меня, просто делюсь опытом своим использования этой вещицы. Это насадка на болгарку. Вот. Дело в том, что у меня недавно дома поломалась болгарка. Я как раз смотрел, выбирал, болгарка в хозяйстве нужна. И мне попалась реклама с болгаркой, и уже в комплекте идет вот эта насадка цепной пилы на болгарку. Ну, я посмотрел видео, почитал отзывы. Они такие двуякие, есть хорошие, есть не очень, есть и откровенно плохие. Но решил попробовать. Цена была приятная, потому что хорошая скидка была. Решил попробовать. Купил, пользовался ей, ну, недолго, скажем так. В течение недели она уже у меня. Ну, естественно, резал не целую неделю. Но порезал достаточно крупные деревца. Сейчас покажу несколько отрывков видео, где я ее использовал. Сейчас коротко в двух словах расскажу плюсы и минусы этого изделия. Из плюсов то, что достаточно компактное, недорогое и как бы два в одном, и болгарка, и цепная пила аккумуляторная. Из минусов, ну, это китайское изделие, китайская Makita, так сказать. Видно, там наклеечки наклеены, явно не японской компанией, хотя везде написано Made in Japan. В общем, аккумуляторы довольно быстро разряжаются. Я не знаю, может быть, это на всех пилах так. Я не особо пользовал аккумуляторный инструмент. Но, с другой стороны, в принципе, довольно приличный объем режет.
но быстро заканчивается. Из минусов часто послабляется цепь сама по себе. И когда ее прокручиваешь вручную, она в одном положении натянута, а дальше прокручивая, она прослабляется. И не понимаю, с чем это связано, как это все настроить. Ну, собственно, вот и все. Не хотел я ее сюда брать, потому что она достаточно тяжелая. И сели аккумуляторы, и все. Хотя, конечно, мне бы хватило с головой напилить, в принципе, на весь этот навес, я так понимаю, чем шарахикать вот этой ножовочкой. Наверное, я пойду сейчас и половлю рыбу. Немного подыму себе настроение и заодно подумаю, что дальше делать. Конечно, если бы я здесь находился постоянно и со своей большой солнечной панелью, то, конечно, эта пила была бы очень в тему. Там 2 аккумулятора, что, кстати, тоже из плюсов, 6 ампер часовые. Заряжаются, правда, долго, не знаю, часа 3-4, может даже больше. Вот. А разряжаются можно, я так не проверял, чтобы просто включить и держать включенной. Ну так, по ощущениям, где-то с полчаса, наверное, она постоянной работы работает. В принципе, за резов достаточно много можно сделать. Но однозначно, если бы она была здесь со мной и была бы солнечная панель, то дровами бы я себя обеспечил на несколько лет, потому что много резов она делает. Тем более, пока режу одним аккумулятором, второй стоит, заряжается. Поэтому вроде как вещь полезная, но не знаю, как она по надежности, как она дальше себя покажет. В общем, еще попользуюсь подольше. Тогда расскажу, как она себя повела. Прием, прием, проверка после падения. Вроде бы целая. Алло, алло, слышно меня? Погодка совсем испортилась, боковой ветер сильный стягивает кормушку с прикормленного места, поэтому, рыбалка не добавила настроения. Сильный ветер, холодно, замерз, боли в пояснице усиливаются. А я, зная свой организм, понимаю, что завтра утром я буду сползать с кровати на четвереньках. Поэтому, пока могу ходить, буду собирать вещи и выдвигаться в сторону дома. Вещи собрал. Такой вот нерезультативный поход получился. Так хотелось остаться здесь подольше, сделать побольше. Но вот так получилось, что пока ноги ходят, надо топать. Потому что совсем не хотелось бы остаться здесь обездвиженным. Потому что не первый раз у меня такие проблемы со спиной или почками. Я даже не знаю, что именно это болит. Была у меня и спина поврежденная, и почки тоже часто болят. Хотя на УЗИ говорят, что с почками все в порядке, никаких проблем. Но вот когда прихватит, где-то как минимум неделю с кровати ползком выползаешь, боль такая, что совсем не хотелось бы оказаться здесь прикованным к кровати, не сходить ни за дровишками, ни за водой. В общем, буду сейчас пытаться одевать на себя рюкзак и топать в сторону дома. И на этом с вами буду прощаться. Всем мирного неба и до встречи в следующем видео. Надеюсь, до скорой встречи. Пока-пока.
Сегодня в рубрике «Советы рыболова» расскажу, наверное, о самой уловистой снасти в любительской рыбалке. По моему мнению, это донка с кормушкой-пружиной. Я их вот так вот утяжеляю с помощью дополнительного груза, для того, чтобы рыба лучше засекалась. Вот такой коротенький поводок, сантиметров 5 в длину, и острый крючок не дадут шансов рыбе безнаказанно съесть прикормку и уйти непойманной. Вчера ко мне в голову пришла замечательная идея, как можно увеличить уловистость вот этой снасти. Как обычно происходит рыбалка на эту снасть. Пружина залепливается кормом, забрасывается в точку лова, и, как правило, подходит мелкая рыба, начинает оббивать прикормку из пружины и заодно обсасывает насадки на крючке, будь то опарыш, червь или еще какая другая насадка. А крупная рыба, как правило, подходит, уже убедившись, что место безопасное, видит, что мелочь что-то кушает, и тогда уже подходит и более крупная рыба. Когда уже на крючках у вас все обсосано, объедено, и шансов на поимку крупной рыбы у нас становится намного меньше. Но когда большая рыба становится на прикормку, то она прогоняет всю мелочь и кормится самостоятельно. А для того, чтобы сделать большое кормовое пятно, с помощью такой пружины это довольно сложно реализовать. Я подумал, почему бы не сделать симбиоз между фидерной кормушкой и снастью с пружиной. Что я имею в виду? Перед тем, как забросить снасть в рабочем состоянии с крючками, мы ставим фидерную кормушку, забрасываем в перспективное место и клипсуемся. Для тех, кто не знает, клипсование — это на катушке есть такой небольшой фиксатор. При забросе мы забрасываем на определенную дистанцию, где считаем, что рыба будет стоять, и леску цепляем за этот фиксатор. И все последующие забросы будут строго на эту дистанцию происходить. Но это не дает нам гарантии, что они будут не уходить по сторонам. Длина будет ограничена клипсой. А чтобы попадать примерно в одну точку, нужно еще выбрать на том берегу какой-то ориентир и пытаться постоянно на него бросать. В общем, смысл в том, что перед рыбалкой мы хорошенько закармливаем с помощью фидерной кормушки. Есть кормушки побольше, специальные закормочные, уже в одну определенную точку. И выкинув туда штук 10, 20, 30, сколько вам нравится, чем больше, тем лучше. Когда мы ловим крупную рыбу, она любит поесть. Потом снимаем эту кормушку и ставим кормушку пружину. Можно, конечно, продолжать ловить и обычной фидерной снастью, но на фидер нужно находиться постоянно у снасти, смотреть за поклевкой, подсекать. А на эту снасть рыба засекается сама. И в моем случае это очень удобно, потому что я могу заниматься своими делами, а на вершинку поставить колокольчик и при звоне бубенцов бежать и вытягивать крупную рыбу. Вчера я опробовал этот метод и остался очень доволен. Буквально через 10 минут после закорма клюнул хороший лещ, и я даже не успел справиться со своими делами. Сегодня попробую еще раз. Сейчас снова ставлю фидерную кормушку, закармливаю точку и поставлю уже кормушку пружину. Посмотрим, что сегодня из этого получится.
Погода сильно ухудшилась, и сильный боковой ветер стягивает кормушку с прикормленного места. Поэтому этот тест будет не совсем корректный. Может быть, кто-то из рыбаков уже использовал такой метод. Так что поделитесь опытом, действительно ли он помогает. Но, как по мне, мне кажется, это замечательная идея. Предварительно закормить фидерной кормушкой, а потом уже в ту же точку забросить кормушку-пружину. В общем, на этом заканчиваю. Всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока.